Камин – это не просто источник тепла, но и элемент уюта, комфорта и эстетики в интерьере. Его выбор зависит от множества факторов – типа, функциональности, размера, места установки. В этом материале мы рассмотрим все нюансы, которые помогут вам сделать правильный выбор. Перед покупкой камина важно понимать, для чего именно он вам нужен. Первая функция – это обогрев. Вы планируете его использовать как основной, дополнительный или резервный источник тепла. Если планируется как основной, чтобы отопить большую часть дома, то в таком случае лучше располагать камин в центре, чтобы тепло равномерно расходилось по помещениям, а также предусмотреть дополнительные источники, такие как радиаторы от электрического котла или кварцевые обогреватели. Следующая функция камина – это эстетика. Он создает уютную атмосферу в доме, является стильным элементом интерьера или предметом роскоши, а также может совмещать несколько функций. Если планируется камин использовать только для декора, то можно рассмотреть паровой или биокамин. Если как полноценный источник тепла, то дровяной или газовый. Дальше нужно выбрать тип камина. Сначала смотрим на вид топлива. Классический – это дровяной камин. Вам потребуется дымоход и запас сухих дров. Следующий вариант – это газовый. К нему также потребуется дымоход. Он может быть открытый или со стеклом. Работает на магистральном или на баллонном газе. Следующий – это биокамин. Ему не нужен дымоход. Его можно устанавливать в любом помещении, где есть приток свежего воздуха. Он работает на биоэтаноле, может быть ручным, может быть автоматическим. Если планируете брать камин большого размера, особенно для квартир, важно понимать, он будет давать много тепла, и нужно будет предусмотреть систему его отведения. И последний – это электрокамин. Он работает от сети и не требует дымохода. Бывает нескольких видов. Паровой – это подсветка испарения воды, работает по принципу испарителя. Подсветка имитации дров или видеопроекция пламени. По конструкции камины также бывают разные. Открытый камин – это классический вариант с открытым источником огня и низким КПД. Сейчас, наверное, чаще используется как элемент роскоши с дорогими резными мраморными порталами или необходимым элементом интерьера. Следующий вариант – это закрытый или кассетный камин. В основе него будет каминная топка различных форм и размеров. Топка со стеклом гораздо более эффективна и больше подходит для отопления. Мы все время говорим о каминах, но есть такое оборудование, которое называется печь-камин или просто печь. Это готовое решение, не требующее дополнительной обстройки или отделки. Вы получаете абсолютно такой же функционал, но экономите на дополнительных материалах, и место такой камин будет занимать значительно меньше. Также заранее нужно будет выбрать место установки. Камин может быть пристенным, устанавливается у стены, угловым, соответственно, стоит в углу, встроенный, он встраивается в стену или в нишу. Может быть как с одним, так и с двумя стеклами, так называемый туннельный. По факту это один камин, но находится сразу в двух помещениях. Еще есть островной камин, устанавливается в центре помещения, это эффектный дизайнерский вариант. И подвесной камин, крепится к стене или к потолку, стильный современный вариант. Учитываем размер. Необходимо учесть размер камина, чтобы он гармонично вписался в интерьер. Для помещений, например, со вторым светом, лучше выбирать камины с высоким стеклом, чтобы он не терялся в пространстве. Чтобы камин эффективно обогревал помещение, нужно правильно подобрать его мощность. Но помните, от стекла или открытого камина до мебели, элементов интерьера или телевизора должно быть не менее 1,5 метра. Это расстояние можно уменьшить, если вы рассмотрите камин с двойным остеклением. Дальше выбираем материал топки. Чугун. Считается более долговечным, но применим не ко всем брендам. Раньше, например, в Россию поставлялись такие бренды, как норвежский Йотул с 30-летней гарантией, цельнолитые топки Кеди или Торнава, которые можно было топить даже углем. Из минусов у чугунных топок нет большого выбора форм и размеров, а также важно понимать, в большинстве таких топок нет современных систем распределения воздуха, и за счет этого горение не будет такое красивое и эффективное. Возвращаясь к надежности чугуна, я могу точно сказать, что использовать можно все что угодно. Один из моих любимых примеров. Мне звонит заказчик через год пользования чугунным камином и говорит: «А печка-то ваша дерьмо», и присылает фото. Не знаю точно, что он с ней делал,
но явно не применял принцип здравого смысла. Соблюдайте инструкции, и любой камин прослужит вам долго. Следующий материал – это сталь. Стальные топки быстро нагреваются, ну и, соответственно, быстро остывают. Если планируете использовать их для отопления, то лучше рассматривать варианты с наполнением из шамота или керамики. Такие материалы лучше защищают металлический конструктив топки, накапливают тепло, повышают температуру в камере сгорания. За счет этого больше выгорает сажи, меньше коптится стекло и дымоход дольше остается чистым. Основное преимущество стальных топок – это большой выбор моделей под любую потребность, а также возможность сделать индивидуальный заказ с нестандартными размерами под уникальный проект. Следующий материал – это кирпич. Кирпичные камины служат десятилетиями, если построены правильно. Они долго держат тепло после окончания топки, но и долго разогреваются. Такие камины имеют большую массу, поэтому заранее нужно рассчитать нагрузку на фундамент. Камин из кирпича хорошо впишется, например, в деревенский интерьер, но может быть совершенно неуместен в современных стилях, где предпочтение отдается лаконичным и легким конструкциям. Также заранее нужно запланировать материал отделки камина. Если выберете, например, натуральный камень, мрамор, гранит или песчаник, это прочно, долговечно, красиво, но надо учитывать, что они достаточно тяжелые и могут потребоваться силовые каркасы для их установки. Вообще для камина подойдут любые негорючие материалы: изразцы, кафель, стекло, металл, каменный шпон. Это тоже натуральный материал, он имеет крайне маленький вес и легок в обработке. Декоративная штукатурка. Один из ее минусов – за ней нужно бережно ухаживать, ее легче повредить. Также учитывайте особенности монтажа и эксплуатации. Наличие дымохода обязательно для дровяных и газовых каминов. Второе – это основание. Камин требует прочного фундамента, особенно если он массивный. Третье – это пожаробезопасность. Важно соблюдать нормы безопасности и использовать современные материалы. И последнее – это уход. Например, дровяные камины требуют регулярной чистки. При выборе камина важно учитывать не только стоимость каминной топки или печи, а также расходы на дополнительные материалы, дымоход, монтаж и отделку. О том, сколько стоит камин, я рассказывал в отдельном видео, ссылку на которое вы найдете в описании. Итак, вот итоговые рекомендации по выбору камина. Первое. Определите, нужен ли вам камин для отопления или декора. Второе. Выберите тип топлива, подходящий вам для удобства эксплуатации. Третье. Рассчитайте необходимую мощность. Четвертое. Учитывайте возможность установки дымохода в месте размещения камина. Пятое. Определитесь со стилем, чтобы камин гармонировал с интерьером. И шестое. Рассчитайте полный бюджет с учетом установки и отделки. Как выбрать камин – это не только технический, но и эстетический вопрос. Грамотный подход поможет создать пространство, где камин станет сердцем вашего дома. Мы поможем выбрать идеальный камин. Переходите по ссылке в описании, и мы подберем и установим камин, подходящий именно вам.